Выдры – одни из лучших охотников, которые я видел в дикой природе. Они резкие, агрессивные и не испугаются даже самых опасных противников. Видели ли вы, как они нападают на аллигатора или змею? Если интересно посмотреть на выдру в деле, то оставайтесь с нами до конца этого видео. С вами Царь Зверей. И сегодня самые лучшие нападения выдр на животных. Да начнется охота. Номер 15. Выдра против лягушек. Ох, лягушке надо было внимательнее смотреть под воду. Но зато охотник сегодня будет сытым. Выдра нашла лягушку в этой огромной заросли. Да, зрение у них, конечно, неплохое. Вот куда им еще нужно спрятаться, если их даже в траве находят? Оператор, наверное, сегодня лучше не купаться, если не хочешь оказаться на месте этой лягушки. Выдра против змеи. На этом видео выдра просто издевается над маленькой змеей. Она пытается уплыть от него, но каждый раз ее хватают за хвост и откидывают назад. На какое-то время хищник решил отпустить жертву, и когда бедняга почти ушел, происходит это. Группа выдр нашли змею, и кажется, что ей уже некуда бежать. Номер 13. Выдра против абалона. Абалон – это морской моллюск, которого часто называют ушком. Думаю, догадались, почему? Но из-за своей необычной раскраски и вкусного мяса они часто становятся жертвами выдр, которые, как вы уже поняли, любят перекусить. Пока я вам все это рассказывал, в мире умер один абалон из этого видео. А вот второй пострадавший, оказавшийся в желудке выдры. Вот уж точно голодную крысу не остановишь. Номер 12. Выдра против крокодила. Выдра долго и тщательно обдумывает план нападения. Но крокодил тоже не дремлет и защищает себя со всех сторон. Удивительно, что хищником в этой ситуации является маленькое животное. Группа выдр заприметили себе добычу и ныряет под воду, дабы рассмотреть крокодила получше. Надеюсь, что все они разошлись с миром и никто не пострадал. Какие же выдры все-таки бесстрашные. Взгляните на размеры крокодила, как он вообще подходит к нему так близко. Но оказывается, все это было ради того, чтобы просто попить. Дружище, вокруг тебя везде вода. Может, тебе лучше выбрать более безопасное место? Кстати, выдры очень сплоченные животные. Они и так поодиночке-то никого не боятся. А если еще объединяются со своими собратьями, тогда вообще им даже слон не страшен. Я думал, что этот крокодил уже мертв. Но оказывается, позже он все-таки встал и сумел убежать обратно в воду, подальше от этих дикарей. Номер 11. Выдра против устриц. Не знаете, как открыть устрицу? Разбейте ее о камень, как эта выдра. Чтобы вы понимали, ему нужно съесть еще несколько таких же размеров. Из-за быстрого метаболизма этим хищникам нужно съедать 25% своего веса в день. Выдры очень любят очищенных устриц. Они могут съесть несколько десятков таких за один день. Но даже если им попадается неочищенное, то эти хищники с легкостью сами почистят рядом лежащие камни. Чтобы вы понимали, как они чистят устриц, просто посмотрите это видео. Номер 10. Выдра против птиц. Выдра только что поймала огромного гуся и уже несет его в свое логово. У жертвы нет и шанса, потому что хищник уже начал топить свою добычу под водой. Ох, не повезло этой утке.
Все вы знаете, что чайки не прочь перекусить чужой едой и всегда прилетают на чаепитие. Но эта птица съела больше, чем могла, за что была наказана выдрами, которым даже бегать за добычей не пришлось. Номер 9. Выдра против осьминога. Эта морская выдра вгрызлась в осьминога и явно уже не отпустит. Тот, конечно, пытается бороться из последних сил и хочет уплыть, но вряд ли у него получится. В итоге выдра получила свою заслуженную добычу. Просто взгляните, с каким удовольствием выдра расправляется со своей жертвой. Огромный, красивый осьминог только что проиграл эту схватку ценою в жизнь. Номер 8. Выдра против обезьяны. Не знаю, кто создатель этого зоопарка, но явно не слишком умный человек, потому что работники не убрали корни растений, по которым ползают обезьяны, хотя это территория выдр. В итоге одна любознательная мартышка была наказана. Зато мы теперь точно знаем, что выдры не ладят с обезьянами. Как же эти четверо боятся даже напасть на них, несмотря на то, что их больше? Номер 7. Выдра против краба. Вот такие интересные кадры заснял дайвер. Выдра уже несется к своей семье, чтобы поделиться с ними добычей. С таким же кайфом он ест этого краба, лежит на спинке и наслаждается вкусом. Но я его понимаю, ничто не сравнится со свежими морепродуктами. Краб просто вышел прогуляться, но через несколько секунд уже остался без одной лапы. Похоже, домой он сегодня не вернется. Семья выдр поймала краба и все никак не могут его поделить. То один заберет у другого, то этот же вернет добычу обратно себе. В общем, весело живут они. Все успеют насладиться. Номер 6. Выдра против мыши. Эти три выдры нашли золотую жилу. Каждому сегодня по мышке. Но пролетавшие рядом чайки тоже хотели бы перекусить. Вот только кто им даст. Поэтому они решили уйти оттуда. Выдра нашла застрявших мышей и уже не уйдет, пока не съест все. Как-то даже жалко их стало. Но это природа. Ничего не поделать. Какая маленькая мышка, вот только что-то мне подсказывает, что выдра таким не наестся. Поэтому другим ребятам лучше бежать оттуда. Номер 5. Выдра против рака. Как думаете, чего он там сидит? А этот парень только что поймал рака и устроил себе трапезу. Выдры, оказывается, не только едят, но и устраивают шоу. Вот что они вытворяли в зоопарке, вылавливая раков. Этот парнишка тоже зря времени не теряет и ныряет под воду, дабы наловить раков. Маленькие выдры впервые в жизни попробовали рака. Думаю, что теперь он станет их самой лучшей добычей. Номер 4. Выдра против моллюска. Выдры – очень умные животные. У них даже есть свой способ добычи моллюсков. Вот, например, этот парень только что поймал аж 2 добычи. Эта выдра пошла еще дальше. Решила использовать корабль для своей выгоды. Она нашла моллюска и начала бить его ракушку о судно. В итоге охота прошла успешно. Ну как же мама оставит свое чадо голодным? Подходи поближе, тебе тоже достанется. Кстати, а вы знали, что у морских выдр есть кармашек, куда они складывают свою добычу? Если нет, то напишите в комментариях. Номер 3. Выдра против рыбы. Вроде бы такие милые животные, но лучше не подходить к ним, когда они голодны. Просто жесть, с каким аппетитом он поедает эту рыбу. Вот такой улов сегодня у этих выдр. Порадуйтесь за них хоть что ли. Еще одна выдра поймала рыбу, думая, что живот у этого друга будет набит до конца дня.
Какую же адскую боль сейчас ощущает эта маленькая рыбка? Чем быстрее хищник расправится с ней, тем спокойнее она уйдет на небеса. Номер 2. Выдра против ежей. Не каждый день приходится наслаждаться такой вкусной добычей. Обычно выдры едят около 2 морских ежей в год, так что для них это событие как настоящий праздник. Морской еж тоже представляет опасность выдре, поэтому те стараются нападать с оружием. Вот этот дружок вообще решил камнем забить до смерти бедного ежа. Ему не хватает только дивана, пива и чипсов. Да, еще можно телевизор поставить. Номер 1. Выдра против черепахи. Выдра подкрадывается к черепахе, а затем резко начинает выталкивать ее из воды. Также хищник понимает, что ему будет сложно прокусить панцирь, поэтому пытается перевернуть добычу на спину. В итоге охотник только что прокормил себя на несколько дней вперед. На самом деле у черепах вообще нет шансов на выживание, если их перевернуть. Эти две выдры просто разрывают бедную черепаху. Вот такие вот обезбашенные выдры. С вами был Царь зверей. До скорого!